Да, очень жалко. Отличные были наушнички. Конечно, сервис починил, все нормально. Они, наверное, думают, что у меня бездонная бочка денег, что я такой могу себе позволить каждый раз, каждый год покупать новые шуры. Исправим в новой ревизии, конечно. Но реальность такова, что нелегко даются такие покупки. А ведь я помню, как я покупал их. Первые наушники закрытого типа. Я мечтал, что буду записывать в них очень многое. Я оформил кредит. Я долго его выплачивал. Я тогда купил наушники, потом уволился с завода. Думаю, вот, наконец-то. Попрет музыка у меня. Для меня это было что-то, знаете, такое уже родное. Этот звук по каждой мелочи своя драма. Что бы это мне придумать с ними? Как бы их починить? Эй, ты здесь? Ну что еще? Слушай. Не треба скиглити. Я знаю способ, как их можно починить. Да брось. Я тебе серьезно говорю. Знаю способ, который 100% работает. Ты его не проверял. Ну конечно. Если бы это было так легко, то все эти люди, которые оставляли отзывы, тоже могли так бы их себе починить. Ну давай попробуем просто, и ты увидишь сам. Если сработает. Да ладно. Дашь мне попользоваться? Ну, мне терять-то нечего уже. Что я только не делал, чтобы их заклеить. И ничего не получалось. Я тебе говорю, попробуй, ты не пожалеешь. Это не шутка, это рабочий вариант. Я буду только рад, если это сработает. Давай, погнали. Итак, дружище, смотри внимательно и запоминай, что тебе нужно сделать, чтобы их починить. Ну давай, показывай. Че уж. Здесь ты знаешь, да, что конструкция хлипкая, трещины здесь идут, ты все прекрасно это знаешь, и у тебя здесь они сломались. Как так сделать, чтобы они склеились, держались крепко, даже когда ты их надевал, но теперь уже аккуратно на голову, правильно? Вот. Они держатся, они дают тебе возможность работать. Для этого тебе нужно 3 ингредиента, по-моему 3. Мы отложим сейчас наушники, я тебе покажу, как их. Во-первых, это резиновые перчатки. Для чего? Потому что у нас будет в обороте суперклей. Это суперклей Момент. Это от Henkel. Отличный клей, не дешевый. Обещают, что склеивает все. Это настоящий клей. Есть много подделок разных. А это именно суперклей, супермомент. Интересно. Мы берем обязательно резиновые перчатки для того, чтобы руки у нас не склеились, ты потом не отмоешь. И берем наждачку, бумажку вот такую. Это для того, чтобы зачистить участки, где трещины, чтобы была более ровная поверхность на самих стыках на пластике в наушниках, чтобы можно было лучше склеить. Вот. И нужна только лишь всего пищевая сода. Вот и все. Для чего пищевая сода, сейчас поймешь. Короче, суть простая. Ты берешь, одеваешь перчатки, зачищаешь наушники, вот пластик зачищаешь наждачкой. Сколько тебе нужно, аккуратненько зачищаешь. Да, это будет немножко кустарно, да, это уже не будут такие, как раньше наушнички, да, но это будут хотя бы дальше рабочие наушники, и ты сможешь ими пользоваться и наслаждаться этим классным звуком. Я понял. Кстати, можно и амбушюры, собственно, постирать. Окей. Снять и постирать, да. Зачищаешь, наносишь во все щели, на всю поверхность суперклей Момент. Кто бы мог подумать, я уже. Наносишь, аккуратно наносишь, все подконтрольно делаешь. Быстро состыковываешь части сломанные вместе, чтобы они держались, и засыпаешь поверх в эти щели соду. Потом повторяешь, чтобы все щели, где были трещины, были залиты суперклеем и засыпаны содой. И ты держишь все это, и потом ты получаешь такую крепкую смесь, которая ни с чем не сравнится, и она будет держать как пластик твои наушники, и ты сможешь дальше работать. Я просто, видишь, свои заклеил вот таким образом, и они работают, и, собственно, чтобы не выглядело так страшно, я намотал сверху изолентой черной. Я наслаждаюсь звуком, тебе тоже советую. Хочу, чтобы ты наслаждался. Попробуй. Да, дружище, ну ты меня выручаешь. Я не подумал бы, что так легко можно это решить.
Итак, прежде чем начать склейку, нам понадобится что? Перчатки, как я уже сказал, черненькие, чтобы ничего не склеилось. Наждачка нам не нужна в этот раз, нам нужна сода пищевая обычная. Вот. Ножницы, изолента, которую мы замотаем, и суперклей, собственно. Конечно, старайтесь, если вы делаете это где-то на кухне, старайтесь постелить газетку, чтобы не заляпать суперклей. Он на той суперклей, что прицепится, потом не отцепится. Здесь было вообще оторвано полностью вот так. Я показывал в прошлых видео, вы можете посмотреть. Мы здесь заклеили и залепили изолентой. Да, возможно, выглядит все кустарненько, но изолентой мы замотаем, и других способов у нас починить это нет, заменить оба тоже нет. Поэтому мы исходим из того, что есть, но наушники на самом деле очень хороши, поэтому они достойны для того, чтобы их реабилитировать и их использовать в дальнейшем. Сегодня мы будем клеить с вами для демонстрации вот эту маленькую трещинку. Она расходится, мы просто ее затянем. Таким образом мы получим еще более крепкие наушники. Чтобы нам не повредить все остальное, мы будем делать следующее. Мы берем 2 целлофановых пакетика маленьких и аккуратненько надеваем их на сами уши, чтобы они не были усыпаны содой и не уклеены суперклеем. Видите, я уже не просто музыкант, композитор и музыкальный продюсер, я уже превратился в домашний сервисный центр. Здесь есть маленький провод, вот видите, да? Маленький провод, и его тоже нужно не задеть. Пытаемся сделать, как и раньше, все аккуратно максимально. Возможно, не все будет видно, но я вам покажу финальный результат. Надеваем наши перчатки и поехали. Так, значит, мы намазываем здесь аккуратно суперклей. Вот таким образом. Теперь быстренько щепоточку нашего соды. Это не шутка, вы думали, я шучу? У нас тут процедуры. И соединяем. Вот так мы сжимаем просто и держим. Клей быстро засохнет. Соду мы счистим. Сода, она налипнет на суперклей, оставит после себя, конечно же, оставит след. И вот мы получили очень крепкую склейку. Можете видеть здесь. Оно выглядит не очень красиво, но зато крепко. В этом месте мы получили специальный нарост из клея и соды. И это подобно пластику, который залил собой полностью химической реакцией, залил собой эту щель. Именно благодаря этому мы получили вот тут крепкое соединение, которое мы просто аккуратненько замотаем скотчем. Как я уже сказал, если вам мешает это дело, вы просто берете наждак аккуратненько, без фанатизма, и решаете этот вопрос, чтобы у вас здесь вот заходило, да, вы понимаете, о чем я вот здесь заходило, и не мешало. Немножечко вот этот горбик мы подчищаем. Все это опять же выглядит непрофессионально, выглядит кустарно, но когда у вас проблемы с бюджетом, когда вам нравится звук, когда можно не покупать новые наушники и не выбрасывать старые, почему бы не воспользоваться такой возможностью и не сделать это? Поверьте, когда вы залепите это изолентой, наушники сами, уши, амбушюры все равно будут закрыты, функцию свою они будут исполнять полностью, и вы сможете в них работать, а это самое главное. То есть вот такой вид не помешает вам делать качественный звук. Это я вам точно говорю. Я думаю, вы тоже знаете об этом. Если вы не будете жестко с ним обходиться, конечно, и будете дальше пользоваться очень аккуратно со своими наушниками, как это делал я, потому что жили они у меня без проблем 3 года, то будет у вас все в ладушке. Сам стык, саму трещину мы заклеили. И это уже хорошо. Сейчас мы это все покроем аккуратно изолентой. Перед этим я очищу все от соды. И все, и можно пользоваться. Вот так мы починили наши наушники. То есть это просто трещину я заклеивал. А вы учтите, что здесь вот изолентой замотано, полностью было оторвано ухо. Оно полностью было оторвано. То есть такими пользоваться было невозможно. Теперь все это возможно. Желаю вам успехов в этом деле. Будьте аккуратны, берегите руки, глаза.
Ну слушай, дружище, спасибо большое, что ты мне так помог. Теперь я тоже смогу наслаждаться своими шурами снова. Звук у них, конечно, просто бомбовский. Один из лучших в этом классе, в этом бюджете, я бы сказал. Не за что, дружище, можешь обращаться еще. Я рад, что смог тебе помочь. И правда, шуры, они, конечно, очень крутые наушники. Даже с бейерами потягаться они в чем-то у них есть преимущество. Мы нашли решение, как можно их починить. Это, конечно, да. Главное все равно аккуратно ими пользоваться, правда? Ну, слушай, теперь еще нужно будет остальные трещинки маленькие доклеить, чтобы наверняка уже. Так что пользуйся и будем делать музыку. Мы же, композиторы и музыканты, должны помогать друг другу. Я думаю, что многие оценят это. Должны все узнать, и мы всем расскажем. Не так ли? А вы поможете нам? Поможіть не словом, а поможіть доларом. Поставьте лайки этому видео, оставьте комментарии, что думаете по поводу шуров и о том, как мы их починили. Да, правда?